Беспроводной адаптер, Android Auto, CarPlay и не только. Да, это 3 в одном. Обычно вы у меня на канале видите 2 в одном устройства, а это 3 в одном. Здесь еще добавили Apple AirPlay поддержку. То есть он может дублировать свой экран на экран вашего автомобиля. Конечно же, при поддержке проводного AirPlay, ну, вернее, проводного CarPlay или Android Auto в вашей машине. То есть он делает это все делает беспроводным. AutoCast, вот он, пожалуйста, AutoCast. Называется он AutoCast Mini Air, модель CP88. И я предлагаю сразу посмотреть, что у нас в серединке есть. У нас здесь есть инструкция и есть переходничок Type-C, Type-A на Type-C. Больше ничего интересного. По самому адаптеру очень-очень качественные материалы. Вот прям, знаете, такой уровень, да, даже не Китай такой, знаете, прям вот хороший уровень. Но могу сказать сразу, он немного горячеватый, хотя я связываю это с тем, что он хорошо отводит тепло из-за его размеров, и, в принципе, за неделю пользования у меня не было на нем ни тротлинга, ни тормозов. Но давайте сразу посмотрим, что они заявляют, а потом проверим все, что они пишут. А перед этим, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, нажмите колокольчик, а ссылки на проверенных продавцов лежат в описании под видео. И, конечно же, под видео есть ссылочка на AliExpress в Telegram с самыми классными подборками и промокодами, если вы закупаетесь на aliexpress.com. Технозон. Смотрите, мы на AliExpress. $22 35 центов на момент съемки видео. Это важно. То есть актуальную цену по ссылке смотрим. И смотрю вот основные хайлайты, которые они заявляют. Заявляют они то, что у нас есть. Смотрите. AirPlay Mirroring. Это именно зеркалирование. Plug and Play, Auto Reconnect и беспроводной CarPlay плюс беспроводной Android Auto, но только с проводного. Сразу говорю, не подключается к BMW, не подключается к Tesla или к машинам Xiaomi электрокарам. Очень хорошо у меня работала на Polestar Volvo, отлично прям работала. А вот здесь показывается прям, видите, AirPlay Car Screen Mirroring и беспроводной CarPlay на беспроводной CarPlay и проводной Android Auto на беспроводной Android Auto. Вот таким вот образом работает. Plug and Play заявляет, что Auto Reconnect 5 секунд, а горячий старт, то есть именно холодный старт, первый Connect 15 секунд. Тоже сейчас проверим. 3 в одном AirPlay, это он же, да? А больше ничего не пишут. И все. Вот это они как-то мало написали. Ну да ладно, слушайте, ссылочку закинул. Давайте тестировать, что они понаписывали. Во-первых, в первую очередь мы тестируем с вами холодный старт. Сколько секунд он возьмет у нас при холодном старте. Давайте. У нас есть секундомерчик. Ну, смотрим, что у нас там получилось. На ровную отобьем, воткнем на ровную, да? Сейчас. Давайте на 30. Так, смотрите. 2, 1, старт. Воткнули и смотрим, сколько секунд у нас займет до главного меню. Смотрите, есть красная индикация, есть синяя индикация. Но у нас уже, смотрите, смотрите, 8, 9, 10 секунд, ну, грубо говоря, до этого интерфейса. Вы такие, стоп, а что это за интерфейс? Я вам объясню. Первое, это повтор экрана. А главное, что можно, например, дублировать и смотреть видео на таком устройстве с вашего айфона. Вот это, кстати, удобно, если хотите что-то включить, оно... Прогресс-система. Да, громкость есть, все нормально работает. Видео Нет, видео не будет здесь работать, к сожалению, оно не сенсорное, то есть управление все равно здесь. То есть вы просто выбрали, положили, оно там что-то дублирует. Вот таким вот образом. Но при этом вы можете переключиться обратно в CarPlay и Android Auto. Понятно? Увидели, да? А вот второе это CarPlay или Android Auto. И здесь уже мы можем с вами в меню выбрать язык, поддержка русского, украинского, кстати, нету, жалко. Режим по умолчанию мы можем выбрать КП, АА, либо повтор экрана. И именно с этим связана его скорость. У нас есть руководство пользователя. И есть здесь еще восстановить заводские настройки, безопасное предупреждение и версия, конечно же, его можно потом обновлять. Давайте попробуем с вами выбрать режим по умолчанию CarPlay, Android Auto и уже с ним, в принципе, как-то работать. То есть, если мы в следующий раз стартанем, у нас не будет этого главного меню, а будет именно Android Auto сразу включаться. Либо CarPlay. Поняли, да? То есть, у нас работает как CarPlay, так и Android Auto беспроводной. Как выйти в то меню? Да вот, пожалуйста, вы можете нажать, здесь есть вверху кнопочки, это на повтор экрана. Выйти можно в главное меню оттуда из этого экрана, можно вернуться. Обратно возвращаемся в CarPlay. И здесь у нас есть кнопочка назад, тоже можно выйти в это главное меню, которое есть. То есть, ничего такого сверхъестественного нет. Даже
даже если вы выбрали такой вот момент. Смотрите дальше. Что у нас есть по совместимости? Давай сразу проверять кнопки по совместимости. Кнопки переключает, да, то есть эти кнопки работают, голосовой поиск вызывается. Хорошо. Эти кнопки, ну, здесь у нас работает, давай, здесь переключение есть. Объясню почему. Вот это кнопки стандартные, это кнопки, которые в принципе здесь эмулируют вот эти тач-панели, джойстики и все остальное. Работает и даже без тач-интерфейса. Google карты проверяем. Так как он работает на 5 гигагерцовом диапазоне, смотрите, мне нужно понимать, насколько у него есть тротлинг трансляции или нет. И он спокойненько отрабатывает, и тротлинга трансляции нет. Это очень важный тест, потому что на дешевых он начинает уже запинаться. Хотя этот, кстати, очень дешевый. Музыка. Да, все работает. Так, смотрите, все подхватывает, нормально транслируется. По музыке. Очень важно, чтобы он нормально работал по звонкам. Давайте пробуем. Я дочке позвоню. Да. Дочь, привет. Привет. Слушай, сейчас тестирую один девайс. Ну, скажи, как ты меня сейчас слышишь? Шумы какие-то сторонние, что-то есть? Отлично слышу. Отлично, да? А вот так вот, как ты меня слышишь? Нормально. Нормально, да? Есть какие-то шумы? Нету? А вот так вот? Нет, я не слышу. А вот так вот? Чуть-чуть что-то было. Чуть-чуть что-то было, да? Спасибо, Сонечко, давай. Хорошего тебе дня. Давай, пока. Давай. И вот мы с вами имеем даже очень хорошее взаимодействие со штатной системой автомобиля. У меня здесь много динамиков, много микрофонов для шумодава и тоже много динамиков. То есть он с этой всей системой полностью совместим. Давайте проверим ОК Google, потому что у нас сейчас уже, ну, у меня Google Pixel первое обновление получил, у нас Android Auto обновился до Gemini вместо ассистента. Так, проверяем, конечно же, голосовой ассистент. Давай, ОК Google. Какая погода сегодня в Запорожье? Сегодня в Запорожье дождь, 21 градус. Ну, что-то собирается, ладно. Окей, Google. Проложи маршрут в Днепр через Решетиловку. Зрозумів, прокладаю маршрут до Дніпра через Решетилівку. Поїздка триватиме близько 6 годин 48 хвилин. Бажаєте розпочати навігацію? Да, пожалуйста. Добре, починаємо навігацію до Дніпра через Решетилівку. Маршрут побудовано, вирушаємо. Ну, все, в принципе, отлично работает. Ну и по факту, знаете, очень-очень удачное решение. Давайте попробуем еще горячий старт. Что такое горячий старт? Смотрите, у нас сейчас он работает синим, это режим работы. Есть машины, которые дают ему сигнал о том, что он отключился. Сделай широкий экранчик, вот так вот. Он дает сигнал, что он отключился. Например, если я заглушу, смотрите, и выйду, то он перейдет в режим ожидания и станет красным. То есть это значит, моя машина поддерживает поддержку минимального питания для устройства, и устройство это понимает, что она горячий старт поддерживает. То есть мы потом сели в машину, там раз, стартанули, и вот раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и 8, и 9, и 10, и 11, и 12, и 13, и 14. И вот первый старт вам, пожалуйста, до 15 секунд, как они и заявляли. То есть тут как бы вопросов нет. Вообще вопросов нет, работает. Могу ли я его рекомендовать? Да, вы знаете, могу. Хорошее устройство, но больше для пользователей iPhone. У них тут больше бенефитов будет. Если вы пользователь Android, то, конечно же, ну, я думаю, стоит рассмотреть либо более интересные варианты, те же самые, допустим, там, Benizi, либо вот два в одном мы выпускали, тоже неплохой, очень дешевый, дешевле в 2 раза, чем этот. А этот вот для пользователя iPhone прям топ. Ну и для Android пользователей тоже подходит. Честно говоря, мне понравился адаптер. То, что он тепловатый, не стоит пугаться. Я же говорю, пропользовался неделю, и вот именно этот момент того, что он отводит тепло прям на стороны, говорит о том, что это эффективное отведение тепла. Мои рекомендации есть. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.